Привет, друзья! В этом видео мы узнаем, когда же бывшая девушка начнет по тебе скучать. По каким признакам мы сможем это обнаружить и увидеть. И как на этот процесс мы можем повлиять и ускорить его. Давайте с этим разбираться, парни. Прошло 2 недели с момента разрыва. Она наверняка меня забудет и никогда обо мне не вспомнит. Нужно обязательно что-то предпринимать как можно скорее. Мужчина находится в плену своего сознание, которое говорит ему, что нет, отношения-то еще не закончены. Вот же буквально 2 недели назад или неделю назад мы просыпались вместе, пили кофе. Все было хорошо, ничто не предвещало беды. И это же сознание ему говорит, нужно просто с ней поговорить, нужно вразумить ее, привести какие-то доводы и аргументы, и она вернется, и все будет по-старому. Ведь что такое скучать? Давайте разберем значение этого слова. Может быть, кто-то и не понимает его. Скучать – это когда ты хочешь получить что-то или кого-то, да, человека, получить его рядом, здесь и сейчас, но по какой-то причине ты не можешь этого сделать. Ты хочешь обладать этим в моменте, но не можешь этого сделать. И это крайне интересная мысль. Почему? Потому что из этой мысли мы можем сделать определенные выводы, что у этого состояния скучать нет срока давности. Это к вопросу о наиболее распространенных беспокойствах мужчин, что через 2-3 недели девушка его забудет. Никто никого не забывает. Никто. Это лишь вопрос времени и сроков. Давайте разберем, от чего зависят эти сроки. Первое. Это насколько ты был навязчив в момент разрыва отношений. То есть девушка уходила, какой период времени ты пытался все наладить, ты пытался поговорить, объясниться, привести аргументы. Нередки случаи, к сожалению, когда мужчина пытается задарить девушку подарками, купить кольцо, сделать предложение. Таким способом он пытается ее удержать, потому что сознание ему говорит, что нет. Вот неделю назад же было все хорошо. Не может такого быть, чтобы она уходила. И ему кажется, что вот можно поговорить и все уладить. Чем больше этот период времени, когда ты навязывался, когда тебя было много, когда тебя было избыток, тем дольше, соответственно, девушка отходит от этого. Следующий фактор, который влияет на сроки, это ушла ли девушка к кому-то, то есть к другому парню, либо она ушла просто так, ты провалил баланс значимости, и она ушла. Нас интересует вариант, если она ушла к другому. В этом случае, когда она начнет скучать? Совершенно очевидно, она начнет скучать только после того, как у нее данные отношения закончатся. Почему? Естественно, есть этот период идеализации того другого. Она получает эмоции от этого. Сейчас, в этот момент. То есть она при любом раскладе не будет думать о тебе, к сожалению. Потому что все ее внимание будет направлено на него. Единственный нюанс, который, может быть, кого-то из вас успокоит, что вот эти отношения, которые перетекают из одних в другие, они недолговечны. Да, будет конфетно-букетный период. Месяц, может быть 2. И сами отношения. Зачастую они длятся не более 3 месяцев. Парень также проваливает баланс, и она даже в каких-то случаях и понимает. А вот тот парень, да, ты, он был-то намного лучше. И вот это чувство ностальгии именно в этот момент начинает зарождаться. Поэтому, да, здесь сроки, они отодвигаются. Но главная мысль, что этого тоже не стоит бояться. Для зарождения ностальгии сроки не важны, и она обязательно о тебе вспомнит. Следующий фактор – это количество агрессии, негатива, которое девушка испытала в момент вашего расставания, когда она уходила. Да, это тоже важно, и не нужно сбрасывать это со счетов. Потому что одно дело, когда мужчина вообще никак не реагирует, то есть он спокойно отпускает. Это, кстати, хороший вариант. А другое дело, и это наиболее частый случай, когда мужчина активно пытается не просто поговорить, не просто наладить отношения как-то путем переговоров или задариванием подарков, а в ход идет тяжелая артиллерия, то есть агрессия.
Мужчина начинает угрожать. Если ты уйдешь, вот я что-нибудь сделаю с тобой, не дай бог, да, или с тем другим. То есть, понимаете, да? То есть, для того, чтобы у женщины начала скучать по человеку, который ей угрожал, ну, сколько должно пройти времени? Ну, больше, чем если бы ты ничего этого не делал. Логично? Логично. Плюс, нельзя также сбрасывать со счетов тот факт, что женщина очень часто, когда разрывает отношения и пытается уйти, она как бы себя накручивает в себе, в том числе это чувство негатива и агрессии к тебе. Надо обязательно обвинить в чем-то. Следующий фактор, 4-й, по-моему, это насколько ты был удобным, насколько ты был комфортным в ваших отношениях. Что я имею в виду? Ну, многие уже догадались, наверное. Это насколько сильно ты участвовал в ее жизни именно. Насколько она финансово от тебя зависела. Насколько она физически от тебя зависела. То есть, многие парни, например, забирают своих девушек с работы. Комфортно ли это условие для нее? Безусловно, она к этому привыкает. Не нужно толкаться в транспорте после работы. Или заказывать такси, платить. Это удобно, это комфортно. Опять же, финансово. Насколько ты помогал ей в чем-то, оплатить что-то. Учебу, какие-то курсы, покупку какой-то бытовой техники, покупку смартфонов. Да, в моменте, в отношениях женщина это не замечает. Особенно, если это происходит постоянно или с избытком. Она к этому привыкает. Но когда она этого лишается, вот тут эти чувства ностальгии, они сыграют свою роль. Она начнет скучать по этому. Не конкретно по тебе, но по этому комфорту она начнет скучать. Плюс, очень важный момент тоже. Женщина может сравнивать. И не только может, но и будет сравнивать. Например, если попробует завести новые отношения. Или уйдет в заместительные отношения, как вот в пункте выше. Когда баланс значимости там будет нарушаться, женщина будет трезво оценивать обстановку, трезво оценивать партнера и понимать, что а этот парень-то меня не забирает с работы. А этот парень что-то и не покупает мне новый iPhone. Ну, я так утрирую, конечно. И, конечно же, все эти мысли будут отсылать к тебе, к более удобному и более комфортному. Я не говорю, что это хорошо быть удобным, но мы сейчас рассматриваем именно какие критерии, какие аспекты могут вызвать это чувство ностальгии. Еще один аспект, который хотелось бы затронуть, и он тоже довольно важный. Это насколько яркие эмоции ты давал девушке в момент отношений. И тут из вас многие могут подумать, то есть ты имеешь в виду какие-то крышесносы, прыжки с парашютом, поездки на Мальдивы. Нет, на самом деле нет. Все зависит от типажа и образа жизни самой женщины. К чему она привыкла и что ты ей давал. К примеру, девушки за всю жизнь очень мало дарили цветы. Ну вообще, в любых ее отношениях и до тебя. Но никто ей не дарил цветы. Никакие. Будет ли ярким воспоминанием для нее, если ты ей подаришь цветочек ромашки? Да, будет. Будет ли ярким воспоминанием для нее, если вы пойдете прогуляться за ручку в парке? Если в предыдущих отношениях, да и вообще в принципе в жизни, она редко это делала с другими партнерами? Будет? Безусловно, будет. И не обязательно ездить на Мальдивы. И не обязательно прыгать с парашютом. Да? Я думаю, мысль вы уловили. То есть яркое событие, эмоциональное событие именно для нее, для ее жизни. Итак, какими знаками, какими признаками мы можем увидеть, идентифицировать, что бывшая девушка по нам начала скучать? Как она выражает эти чувства? Как мы можем это увидеть? Где? Ну, учитывая, что мы живем в 21 веке, и все у нас, конечно же, завязано на интернете, то, естественно, самый простой и наиболее вероятный способ показать женщине, что она скучает, показать свои эмоции и вообще как-то проявить себя в нашу сторону, это, конечно же, соцсети. Соцсети, и я думаю, ни для кого из вас это не будет секретом. Ну, давайте также несколько пунктов отметим, наиболее распространенных. Первое, это она будет тебя зеркалить. Что это значит?
То есть ты, например, давно не обновлял свою страницу, ты не выкладывал ничего, никаких фотографий. Ну и тут вдруг выложил какой-то статус, выложил какую-то новую фотографию. И ты вдруг замечаешь, что у нее тоже меняется фотография буквально в этот же день или на следующий день. О чем это нам говорит? Ну, естественно, она мониторит. Естественно, этот процесс ностальгии у нее в текущий момент он запущен. Дело за малым, дело за временем. Другой вариант. Например, также полная тишина. Никто ничего не выкладывает, ни ты, ни она. И тут в один прекрасный момент резкая активность. Неожиданно начинают выкладываться новые фотографии на аватарке. Думаешь, это просто так? Нет. Когда выкладываешь новую фотографию, соответственно, в ленте появляются вот эти новости, обновления. И волей-неволей ты увидишь ее фотографии, если, например, ты не мониторишь ее. Именно на это ставка. Соответственно, она хочет, чтобы ты обратил на нее внимание. Нужно ли это делать? Чуть позже скажу. Также имеют место быть более активные, более жесткие, провокационные, я бы так сказал, действия со стороны женщины. Какие? Например, она может заблокировать тебя. Почему нет? Разблокировать тебя. Тоже почему нет? А может даже удалить свою страницу. Я бы это назвал даже такими агрессивными методами привлечения к себе внимания. О чем это все нам говорит, все эти действия? Все о том же, что процесс ностальгии у женщины сейчас запущен. Что она думает о нас? Что она хочет получить от нас какие-то действия. Нельзя сбрасывать со счетов также и прямые звонки, прямые сообщения. То есть не завуалированные через соцсети, намеки, пинги, а именно прямые. То есть когда девушка может, например, написать и попросить тебя о какой-то услуге, ну, по старой дружбе, так скажем. Поменять резину, что-то там отремонтировать. Это не редкие случаи на самом деле. Куда-то отвезти ее в больницу, да, то есть давит на жалость. Ну, либо же забрать какие-то старые свои вещи, которые в принципе ей не были нужны. У многих из вас, предостерегу, могут закрасться мысли о том, что ага, вот я вижу, что она, значит, мониторит меня через соцсети, она же обновила фото, она же отзеркалила меня, ну, значит, я понимаю, что процесс запущен, что она ностальгирует по мне. А что, если я напишу ей первым и, собственно, я знаю, что она скучает, что в этом страшного? Напишу ей первым, признаюсь в своих чувствах. И это не редкие случаи. То есть мужчина видит, что женщина выкладывает фотографию, которую он делал когда-то в отношениях, и он понимает, что это намек на то, чтобы он ей написал, и он это делает. Он верит в то, что нужно сделать этот шаг. Что потом? Ничего. Девушка пропадает, она не отвечает. А зачем ей отвечать? Вспоминаем, что такое скучать? Это желание получить. Но когда ты не можешь этого сделать, это всего лишь процесс. То есть мы должны это так воспринимать, что это всего лишь процесс, который подводит девушку к полноценному выходу, к полноценному возврату, где мы уже смотрим, принять ее обратно или нет, да, насколько она вложилась в это. Поэтому, когда девушка скучает, это всего лишь ориентир, что все хорошо. Скучает, значит хорошо, значит это чувство будет усиливаться, значит процесс запущен и он работает. Итак, главное, многие, я думаю, именно этого ждали. Как мы можем этот процесс ускорить? Зарождение чувства ностальгии. Как? На самом деле все банально и просто. Мы должны как можно скорее прекратить общение. Если кто-то из вас сейчас пытается поговорить, пытается задарить подарками, сделать предложение, остановитесь, ребят. Чем дольше вы это пытаетесь сделать, тем вот этот срок зарождения ностальгии увеличивается. Она не может начать по тебе скучать, когда ты рядом, когда ты доступен. Это очень интересная мысль, потому что именно в тот момент, когда бывшая девушка понимает, что все, что ты за ней не бежишь, что у тебя уже своя жизнь, ты о ней не думаешь. Именно в этот момент
на каком-то космическом уровне в ее сознание приходит мысль о том, что... Даже не мысль, а сигнал о том, что пора скучать. Он недоступен. Я хочу его получить обратно. Если мы правильно вошли в игнор, если мы правильно в этом процессе делаем определенные провокации, да, об этом я говорю в своих последних видео, этот процесс ускоряется, этот процесс усиливается. Но очень важно, раньше, чем через 30-40 дней, даже не рассчитывая на зарождение этого чувства. Оно не может у нее появиться при любом раскладе, даже если вы по-тихому расстались, то есть ты не проявлял какой-то гиперактивности, ты не пытался сверх ее удержать, тебя было немного. Ну, ты попытался разок там поговорить, не получилось, ну ладно. Даже в этом случае месяц минимум она не будет о тебе вспоминать. Это важно понимать и держать в голове. Это к вопросу о частом беспокойстве мужчин, о том, что вот прошло там 2 недели, прошло 3 недели, все, она меня забудет, у нее сейчас начнутся новые отношения. Нет, расслабьтесь, друзья, вот прям зафиксируйте у себя в голове, что никто никого не забывает, и процесс запущен. Эти мысли у нее будут только со временем усиливаться, потому что наш мозг устроен так, что в долгосрочной перспективе память работает на позитив. Тот негативный образ твой, даже если он в момент расставания сформировался, он со временем будет таять, и тот идеализированный образ станет преобладать. Главное вовремя остановиться, и главное не реагировать на те сигналы, на те пинги, которые она совершает, да, чтобы показать, что скучает. То есть она это инициирует, чтобы мы как бы первые ей написали, а затем теряет интерес. Не-не-не, мы не реагируем. Мы действуем правильно. А что будет дальше? А дальше абсолютно точно она тебе напишет. Она выйдет обязательно на связь. Никто никого не забывает. И наша задача останется лишь за малым. Принимать ли ее обратно или не принимать. Посмотреть, насколько она вложится. Но это уже зависит от типажа девушки и от конкретной истории и всех ее нюансов. Друзья, спасибо большое за внимание. Жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.